Здравствуйте, мои замечательные зрители. Привет, привет. Сейчас хочу предложить вам гадание. Давайте мы посмотрим на этой прекрасной колоде Таро оппозиций. Давайте мы посмотрим, какие люди вами интересуются и почему, в связи с чем, что они хотят о вас знать, что их интересует, да? Давайте. Так, все, мы начинаем. Ну, давайте тогда точно на этой колоде я хочу сам расклад сделать. Давайте мы сделаем небольшую сигнификацию. Давайте. И затем уже рассмотрим. Так, в вашей жизни сейчас что происходит? Это у нас жезловый туз, это триумф, это какое-то начало, обещания какие-то. Что-то, может быть, вы чувствуете, либо действительно в вашей жизни открываются какие-то новые горизонты. Может быть, обещания какие-то, сбываются мечты, надежды. Вот смотрите, вы видите, да, жезл, но это же, скажем так, из дерева сделанный такой деревянный, скажите, пожалуйста, да, ну, предмет, как бита, да, допустим. И видите, как вот все проросло, начинает прорастать. Цветы, листочки. Поэтому это вот ваше какое-то стремление либо уже сбывается, либо вы понимаете, вы уже чувствуете, что будет что-то происходить классное в вашей жизни. Но это результат вашего труда, вашей настойчивости. Ну вот, опять идет скорость. И здесь по восьмерочке по этой, вообще я очень люблю эту карту, мы можем с вами понять, что у вас будут прорывы, либо сейчас происходят в нескольких направлениях, не в одном направлении. Ну вот, пожалуйста, ваши мечты, ваши планы. Даже то, что казалось, возможно, иллюзиями, вот вы сейчас, скорее всего, как на старте к вашей мечте. Ну, победа. Ну, посмотрите, какие карты идут. Новый путь, победа. Да, очень интересно. Это может касаться, понятно, да, и любви, реализации, финансов и так далее. Что-то в вашей жизни уже сейчас очень хорошо, либо вот начинается, и вы понимаете, вы уже чувствуете, вы интуиционно понимаете, интуиция вам говорит, да, что все очень классно будет. Так, давайте тогда посмотрим, а как же на это реагируют люди. Люди как реагируют, кто интересуется вами и почему. Так, вышла карта звезда. Но эта звезда, как видите, как бы потухшая, что ли, либо которая не взошла. Однозначно есть человек, которого похожие мечты, как у вас, но они не сбылись. Человек разочарован, надежды потеряны. Видите, да? Вот у нас звезда в прямом положении, да? Это практически ваше сегодня положение. И вот показан человек, у которого как бы не сбылось. А что же он думает на ваш счет? Почему он вами интересуется? Может, он хочет посмотреть, получится ли у вас, да? Так, этот человек наблюдает за вашим восхождением, интересуется. Это могут быть просто человек, не знаю, какой-то в соцсетях, который смотрит, наблюдает за вашей жизнью, чего вы там достигаете. Либо работает, может быть, с вами, но у него были такие надежды, как у вас, и они не сбылись. Так, это точно женщина. Сейчас она пытается, знаете, как восстать из пепла. То есть разбитые надежды, но человек находит в себе силы подняться, но очень вами интересуется. Это может быть, конечно, кто-то, кто хотел бы перехватить вашу удачу на самом деле. Так, что хочет, как будет действовать? Ну, вы знаете, будет действовать нахраписто, как бы, видите, перепрыгивать прямо через преграды, через заборы. Может, хочет, понимаете, того же достичь, что и вы. Может, это и соперница для кого-то. Либо, конечно, человек, который ваш успех хотел бы получить. Да, здесь вышел мужчина у нас, еще и император. Если выходит император, мы понимаем, что это может идти речь о мужчине. Например, какая-то женщина видит, что вы успешно покоряете мужчину, а она уже там один раз проиграла. Например, бывшая
женщина этого мужчины. И она начинает активизироваться, да, чтобы его ни в коем случае в ваши руки не отпустить. Это вообще-то ее мечта, да, была, по крайней мере. Но император — это у нас еще сигнификация работы. В принципе, да, как госорганы, что-то связано с властью. Поэтому это может быть связано, конечно, вполне с работой. То, что кто-то хочет прям вот у вас как бы вырвать какую-то удачу на работе, конкуренция и так далее. Вот. Ну и по семерке пентаклей, может быть, даже этого шанса вот эта женщина давно ждала. Я думаю, вы для себя уже и поняли, кто это на самом деле, да? Так, дальше. Кто о вас думает? Много думает о вас и наблюдает, как у вас все идет. Кто о вас думает много? Какой-то человек, который бездействует. Бездействует этот человек. Интересно. Ну, во-первых, по карте Луна это может быть тайный человек, тайный поклонник, например. Он не действует, он не делает к вам пока еще никаких шагов, да? Но у него еще и сердце разбито в хлам. Так, тайный поклонник, болит сердце, хочет быть с вами, может быть, хочет проявиться, но почему-то сдерживает себя. Но по жизни он победитель. Либо очень успешный человек, либо реально как бы привык побеждать. А что это он возле вас так робеет, а? Давайте посмотрим. Ну, может быть, очень успешный человек. Может быть, он в той области, где вы сейчас находитесь, да? Либо мужчина какой-то интересный. Может, знаете как? Тайно поддерживать вас, держать, как говорится, кулачки, очень желать вам успеха, но как бы при этом очень сильно волноваться. У него все хорошо, видите, он победитель. А что это за человек и почему он в тайне такой? Как шанс свой когда-то потерял, да? Да, смотрите, это может быть мужчина, с которым у вас были когда-то отношения, потерян шанс. Видите, и башня здесь у нас вышла. Ой, простите, башня, четверочка жезловая, да, как несостоявшаяся, что ли, встреча. Кубковый рыцарь. Это может быть человек, которому вы когда-то отказали в чем-то, либо не сложилось у вас, не состоялась встреча. Может быть, он был неправ, сорвалась встреча из-за него, может быть, из-за вас. Что-то сорвалось, но он и дальше наблюдает за вами. Он желает вам успеха, он желает вам счастья, он сожалеет о потерянном шансе. И он сейчас держит свой интерес к вам в тайне. Вот такой мужчина здесь показан. Так, дальше идем. Он желает вам добра, он желает вам добра. Желает вам успеха. Так, еще кто? Это карта Солнца. Что она такая там откровенная, я ее перевернула. А то вы знаете, да, YouTube, как он сейчас реагирует. Итак, карта Солнца, конечно, классная карта, да, ясно. Важно, с кем, с чем она выпала. Солнце, карта мира и восьмерочка кубковая. Ну, вот такое ощущение, знаете, человек на расстоянии, далеко от вас. Возможно, расставание ваше случилось вне, как бы не по вашей вине или его, могли вмешаться обстоятельства. У вас самые теплые есть чувства, отношения, возможно, но расстояние вышло. Вы далеко друг от друга. Это может быть родной человек, которому пришлось уехать там из-за каких-то обстоятельств. Да? Больно было, тяжело расставаться. Сердце рядом с вами, в вашем доме, там, где вы. Вот. И большое тепло, большая нежность, большая любовь. И человек этот думает часто о вас, желает вам, конечно, добра. Так, кто еще часто думает о вас и почему? Угу. Это какой-то друг, либо подруга, который потерял свою силу, либо перестали вы общаться и дружить. А раньше этот человек был в силе. Ну, например, подруга, которая была очень успешной, там, удачно вышла замуж, все у нее замечательно. А потом все полетело в тартарары, да? Но такое впечатление, что человек вами интересуется,
И что-то для себя понимает. Понимаете, выводы делает для себя какие-то серьезные. Может быть, начинает понимать свои какие-то ошибки. То есть интересуется этот человек вами, но через вас, через ваши успехи начинает осознавать свои какие-то промахи. Понимаете? Но я хочу добавить сюда еще несколько карт. Жезловый король. Это может быть тоже и мужчина, видите? Мужчина, ой, которому без вас очень плохо. Что-то осознал. Вы знаете, и даже будет действовать в вашу сторону. Очень много и часто думает о вас. У него есть какие-то мечты, от которых он вообще не может как бы отказаться. И он будет действовать, вот этот мужчина. Что-то осознал. То есть проявится, будет писать, либо звонить. Вот этот человек точно раскроется. Вы будете знать его, то, что он думает о вас. Так, еще несколько карт, да? Еще несколько карт. Здесь показан молодой какой-то мужчина, который очень долго планирует к вам приехать. То есть вы познакомились, вы общаетесь, допустим, но он очень долго не может к вам добраться. Это потому что пентаклевый рыцарь, он самый такой медлительный. Но у него есть такие планы. И я даже вижу, что вы, возможно, хотели уже поставить точку на этих отношениях, да, сказать ему так: все, мне надоело, слишком долго ты, дорогой, едешь. Но, видите, он держит эту точку, не дает ей как бы утвердиться, да, чтобы она стала. Он не дает. То есть он приедет, да, он медленно запрягает, что называется, и долго едет, но скоро появится. Это издалека, откуда-то. Вот либо долгие обещания, да, встречи. Но вот она состоится. Такой человек здесь показан, думает о вас много. Карта влюбленные, влюбленные. Вы знаете, это четко идет, конечно, история любви, в которой произошло негативное какое-то событие, да, резкое, неожиданно, какая-то ссора, что-то между вами встало. Вот змея, наверное, видите, змея тут проползла, между вами встало что-то. Вот оно, вот он, мечевой этот паж. Недоверие, ревность, что-то такое, знаете, негативная ссора резкая. Возможно, уже были у вас переживания, что эти отношения закончились, допустим. Но видите, жезловый пажик как раз говорит, что все начинает разгораться. То есть вот этот человек точно часто о вас думает, хочет все восстановить, вашу взаимность, вашу любовь. И кроме того, что он думает, он еще будет действовать, потому что жезловый паж — это у нас, конечно, карта действия, шагов в сторону объекта, скажем, в вашу сторону. Вот такое у нас гадание на сегодня, на сейчас. Я надеюсь, вам понравилось. Как всегда, традиционно я вас приглашаю. Лайк, подписка, колокольчик. Вот. И буду вам очень за это благодарна. Спасибо. До новых встреч, мои хорошие. До новых встреч. Надеюсь, вы себе подсказочки взяли. Кого-то, может быть, из каких-то людей вы уже как бы списали, подумали, что все, уже финал. А вот видите, мы прочли, посмотрели, кто все-таки вас не забыл, не отпустил. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.